И опыт мой ошибок трудный, и гений парадоксов друг. В общем, ребят, сегодня хочу рассказать о своем опыте по повышению яйценоскости у курей. Сразу хочу отметить, что корма – это очень важно, это одно из самых главных, но кроме кормов на яйценоскость влияет еще очень много факторов. И если эти факторы не убрать, то яйценоскость сама собой от присутствия хороших кормов не повысится. Конечно, можно там премикс намешать, пенициллина им дать, там витаминов напихать, как делают на больших фермах. Но смысл тогда вообще теряется того, что вы выращиваете курей. Такие яйца можно и в магазине купить. Ну а чтобы увеличить яйценоскость, да, надо специальный корм. То есть сделать такой рацион, чтобы курям это нравилось, чтобы они это ели, чтобы несли здоровые яйца, там с твердой шкарлупой, с нормальным цветом желтка и так далее. Ну, в общем, без болезней и тому подобное. Но об этом, об кормах немножко позже расскажу. В общем, смотрите, какая история. Где-то 2,5 года назад мы решили заняться вот этим разведением вот таких вот курочек. Ну, и у нас тут они разношерстные. В общем, у нас здесь 12 курочек и 2 петуха. Курочки молодые, до года. Нашим курочкам, как сказать, в июне месяце, в конце июня будет, сейчас май месяц, а вот в конце июня будет 1 год. Но осенью мы их будем выводить. Потому что куры несутся хорошо, оптимально до 1,5 лет. Ну, вообще говорят, до года, и через год их убирают. Но я не знаю. У нас они неслись и 1,5 года, точно так же, как эти. Ну, благодаря тому, что мы сделали условия. В общем, первое. Кроме кормов. Это возраст курей. Очень важен. Если у вас куры старые, там уже которым больше 1,5 года, надо их выводить и заводить новых. У нас свое производство, можно так сказать. Вот я сказал там, что 12 курей и 2 петуха. Петухи нам нужны для того, чтобы яйца были оплодотворенные. То есть мы их подкладываем под квочку, ложим иногда в инкубатор, потому что у нас птенцов некоторые просят люди. Вот. То есть яйца должны быть оплодотворенные, если вы решили этим заниматься. Дальше. Также на яйценоскость очень большое влияние оказывает свет. Курятник должен быть либо хорошо освещен, либо должна быть вот такая лампочка. Только эта лампочка должна быть желтого цвета. Это тоже очень важно. Если будет стоять белая лампочка, то не факт, что ваши куры будут нестись. Потому что они белый цвет, скорее всего, воспринимают как луну. То есть пора спать. И вот смотрите, сейчас май месяц, я уже сказал, да, там середина где-то. И вот сейчас темнеет где-то в 8:30, ну 8 в 8:30. И в 6 часов я им включаю свет. То есть я продлеваю их рабочий день, можно так сказать, световой день, до 13-14 часов. И яйценоскость у меня довольно-таки высокая. Вот с 12 курей каждый день от 8 до 10 яичек мы берем. Водичка также очень сильно влияет. Есть любители, допустим, такие, что, вот видим, у меня тут просто такая водичка стоит. Есть любители автоматических поилок. Да, это классная вещь, я не спорю с этим. Просто дело в следующем. Если вы живете далеко от своего курятника, да, это идеальный выход. Но если вы живете рядом со своим курятником, то смысла в автоматической поилке я не вижу. Я воду вот ту меняю каждый день, 2 раза в день. То есть постоянно должна быть свежая вода. Зимой тепленькая, летом комнатной температуры. Кормушки. Ну вот, видим, вот эти вот
баклажки я поставил, это покуда временно. Дело в том, что куры залазят в эти кормушки и начинают просто зерно распихивать. Я буду делать бункерную кормушку, еще сниму видео. А сейчас эти баклажки стоят просто для того, чтобы они туда не залазили. Но кормушки очень важно поставить не внутри, вернее, не снаружи курятника, а именно внутри. Почему? Потому что если у вас они будут стоять на улице, туда будут подлетать с разного плана дикие птицы. Голуби, воробьи, ласточки, там, дрозды и так далее. А это все разносчики клещей, блох, болезней. Вот смотрите, видите, у меня все куры оперенные. То есть на спинках у них нету таких залысин как бы. Даже вот когда линяют, залысин нету. Попки тоже нормальные. Вот, если обратить внимание. Нету у них там тоже каких-то мест, чтобы они были там лысые. Это потому, что нет вредителей. С вредителями надо бороться. Не только с птичьими, но и есть такие вредители, как крысы и мыши. С ними тоже я борюсь постоянно, потому что это кошмар. Крыс я вывел, но с мышами там немножко посложнее у нас вещь идет. Еще одно. Расположение гнезд. Здесь, вот смотрите, я сейчас покажу. Вот этот вот насест, он вверху как бы стоит. Не насест, а помост. Так вот, это была моя ошибка. Вот тут у меня стояли на полный весь этот помост гнезда. В итоге туда залазил молодняк, туда залазили петухи, туда залазили сами курицы, им было интересно. И они мешали просто друг другу. Когда я это все понял, я гнезда перенес в угол моего курятника. Если у вас такая же система, лучше перенесите их куда-нибудь в угол, чтобы когда когда курочки неслись, им никто не мешал. Они очень любят затемненные места такие, чтобы не сильно темно было, но и в то же время не попадал солнечный свет прямой или там от лампочки свет. Вот. Дальше. Ну, помост я оставил. Благодаря этому помосту я собираю чистый помет. Я его собираю пару раз в месяц. Это, как по мне, самое лучшее удобрение на огороде. Теперь они у меня садятся вот здесь, иногда тут ходят и тут же гадят. Это я сделал для того, потому что внизу помет все-таки с соломой, а мне нужен иногда чистый помет, чистый свежий помет. Ну, благодаря этому у меня есть удобрение на огород. Я его не покупаю. Ни селитру, ничего, я этим не пользуюсь. Вода, конечно, должна меняться. Итак, еще наличие петуха некоторых беспокоит. Ну, я не знаю. Как по мне, вот у нас петух просто нужен для того, чтобы куры, ну как, у курей были оплодотворенные яйца. Именно для этой цели. Другие, многие говорят, что петухи гоняют курей. Благодаря этому они не жиреют. Дальше. Еще один очень важный фактор. Когда начинается весна и по осень, я всегда кашу им траву. И всегда добавляю им траву в их рацион. Ну, как добавляю? Просто у меня есть газонокосилка, я скосил траву и кинул в курятник. И они там гребутся. Я это обычно делаю в обед, ну, так, чтобы под вечер, ну, так по прохладней погоде. И это тоже увеличивает яйценоскость курей. Дальше. Выгул. Ну, здесь о выгуле можно говорить многое. Вот, посмотрите, он у меня расположен на улице. Там он довольно-таки большой, где-то, ну, метров 20 в длину и метров 8-7 в ширину. Это я его делал специально для того, чтобы содержать, ну, как минимум 50 курей. Ну, в общем, опыт показал и практика показала, что 50 курей для нас это слишком дофига. Вот, оказывается, и 12 курей может неплохо нести яйца. Даже больше, чем несут 50. Но это уже потом. Такое у нас получилось. На выгул
скажем, я там внутри обычно подкапываю землю, то есть перекапываю такой участок 2 на 2, чтобы они просто в нем ковырялись. И там же я раскидываю траву. Курятник должен хорошо проветриваться, но в то же время в нем не должно быть сквозняков. Вот посмотрите, вот сюда, здесь у меня стоят щиты, они защищают от того, чтобы вот на вот этих вот сидолах, или, ну да, будем говорить сидола, когда сидят курочки, им не сквозило. Но в то же время, видим, я специально открываю дверь, и у меня курятник постоянно проветривается. Если такие щиты не поставить, куры будут болеть, они как-то у меня даже сопливили, ну, поначалу, когда этих щитов не было, вот, и очень плохо неслись. Это тоже один из важных факторов. И вот теперь можно уже, наверное, говорить о кормах. Ну, за кукурузу и пшеницу. Кормлением чисто кукуруза и пшеницей чисто. Ну, дело в том, что если вы пшеницей кормите, то должны быть вот такие вот хотя бы добавочки. То есть это вареная картошка, помои, там капуста какая-то, в общем, какие-то корма, которые благоприятствуют тому, чтобы яйценоскость была увеличена. Ну, мы добавляем кефир. Еще у нас иногда остается, но кефир мы разводим просто с кипяченой водой 1 к 1, и иногда в эти мисочки их ложим. Это тоже немаловажно, но это в том случае, если вы кормите курей там чисто кукурузой или чисто пшеницей. Ну, успокойся. Ну, тут еще один момент. Вы видите, они у меня ручные, кстати. Курица снесла яйцо, и теперь начинается. Что тут еще важно? По кукурузе. Слишком много кукурузы давать все-таки нежелательно. У них, говорят, бывает ожирение от кукурузы. Поэтому лучше там этот рацион немножко обрезать, скажем так. Ну, вроде бы так все рассказал. Если следовать таким правилам простым, то яйценоскость будет высокая. Яйценоскость будет где-то, ну я не знаю, в процентах я не считал, но на 12 курей в среднем 9 яичек в день у меня сейчас выходит. Зимой немножко меньше, но зимой я еще подтапливаю все-таки сарай. А самая высокая яйценоскость у меня все-таки весной и осенью. Вот в пределах таких, так скажем, размеров производительности. Ну, а теперь можно уже приступить к приготовлению корма. Корм, вы видите, у меня вот такой, это дробленка. И вот здесь очень важно. Если вы решитесь на дробленку, вы должны знать, если у вас зерноизмельчитель нахыкнется, и вы переведете курей на другой какой-то корм, то вполне возможно, они у вас вплоть до того, что перестанут нестись. Я так скажу, это у нас уже тоже горький опыт был. В общем, поломалась зернодробилка, и мы начали кормить их, ну, неделю целую простым зерном. В результате, ну, как, если несли, допустим, по 9-10 яичек, там 8 когда, то потом они у нас стали нестись по 2-3 яйца. И после того, как уже сделал зернодробилку и начал обратно давать вот такую вот мешанку, где-то еще недели 2 у них было восстановление. Но недели через 2 они начали нормально нестись. То есть куры очень сильно не любят смены своего рациона. Это очень важно. Если у кого-то там другой опыт, пожалуйста, пишите в комментариях, очень интересно узнать. Я их все читаю, кстати. Ну а теперь сейчас буду показывать, как я действительно делаю зерно, вернее не зерно, а именно комбикорм или как сказать, ну в общем свою мешанку, из чего она состоит, ну и все ингредиенты. Они все есть на базаре, ничего сложного в этом нет. Ну что, будем корма делать. С котом я не расстаюсь никогда. Он у меня очень преданный.
Ну и теперь посмотрим, что у нас тут есть. Пшеница, ячмень, кукуруза, дальше макуха. Вот мы видим, она вот здесь, вот она. Яичная шкарлупа. Если нет яичной шкарлупы, можно вот такую вот фигню добавлять. Это у нас просто ракушник. Некоторые берут мел. Ну и немножко скажу вот за эту фигню. Когда у нас было 50 курей, мы добавляли вот это вот. В общем, вещь хорошая, но у меня такое ощущение сложилось, что наши яйца начали иметь привкус какого-то лекарства или я не знаю что, и я убрал это в сторону. А вообще ошибка у нас была в следующем. Когда мы купили курей, 50 штук, да, мы их покупали на ферме. Ну, в общем, их там уже полностью истощили этими присадками, добавками и так далее. Ну, в общем, смотрите. Первое. Пшеница. Это основной ингредиент. За эталон возьмем вот такой вот ковшик. Я сыплю сюда 6 ковшиков. Ну, что за премикс сказать? Вещь хорошая, но все равно надо дробить тогда зерно, если премикс добавлять. Либо просто как варить это зерно. В любом случае. Добавляется он, по-моему, там 2 или 3 столовых ложки на 10 литров, что-то такое. Итак, 6 этих, как его, можно чуть-чуть больше. Тут факт в том, что точно там именно 6, можно 6,5, 7. 7 ковшиков вот такого вот пшеницы. Теперь кукурузы. Ну, 6 кукурузы я добавляю 2 ковшика кукурузы. Можно больше, но тогда желток будет таким аж красным цветом, чего я не люблю. Лучше для меня естественный цвет, но тут уже проверенное. То есть на 6 вот таких вот ковшиков, 2 ковшика полных кукурузы, и желток имеет природный такой цвет. Не красный, не это, как его, там не темно-красный, а именно вот такого вот плана. Еще один ингредиент, один из самых важных, это ячмень. Вот. Некоторые добавляют овес. Ячмень почему не любят? Потому что он колется. Но, как мне сказали здесь местные ребята, ячмень очень полезен курям. И я его добавляю 2 ковшика сюда. Можно, опять же, немножко больше его добавлять. Ну, у меня уже это сложившаяся тактика, так скажем, к этому всему. Теперь, сейчас одену перчатки. К этой всей бодяге я беру вот это вот. Это у нас макуха. Где-то полковшика вот такого вот. Ну, чуть больше, чуть меньше. Обычно где-то половину. Можно чуть больше. Вот. Ну, вообще, макуха не просто она полезная. Она еще добавляет сюда запах такой семечки и улучшает аппетит у курей. Дальше, кроме этого, беру вот таких вот шкурок яичных. Ну, собираю по соседям, у себя остаются. Обычно за неделю накапливается вот такой, ну, двухлитровая вот такая емкость. Я ее просто пережмакиваю вот так здесь. И тоже сюда. Вот так. Если яичек мало, можно добавить еще немножко. Ну, там уже смотрите. Допустим, вот таких вот штук. Это у нас обыкновенный ракушняк. Я его иногда тоже добавляю, когда действительно яиц мало. Теперь это все вот так вот перетираю, яйца. Они потом, когда будут во всей этой общей куче,
Вот так. Яйца это как кальций. Тогда кожура будет толстая, без них никуда. Можно, некоторые добавляют там мел, известь, еще что-то. Ну, я не знаю, я не приверженец этого всего. Я лучше, больше люблю все натуральное. Но я вам так скажу, у меня кожура у наших яиц, у яиц наших курей, так скажем, довольно-таки толстая и хорошая, как магазинная. То есть эта присадка работает. К этому всему я еще добавляю вот такой вот соль. Прямо беру ее с горкой, столовую ложку. Ну, именно вот настолько. То есть на такое количество корма. Там можно, допустим, смотрите сами, можно немножко больше добавить. И тут надо смотреть, какая соль. Премикс я ни в коем случае не ложу, потому что, как я уже сказал, у меня такое ощущение, что сразу медициной воняет. Ну, ненатуральным чем-то. И после всего этого беру, перемешиваю это все хорошо. И потом самое главное, отправляю это все на зернодробилку. Вон, видим, тут яйца еще попадаются такие. Но зернодробилка все перемелит. Я имею в виду измельчитель зерна. Оба. Хорошо перемешиваю. Там, если где-то яйца, шкурки целые попадаются. Вот этого вот всего мне хватает вот на 14 курей чуть больше недели. Плюс жена там когда-никогда варит картошку, шкурки от картошки. Ну, помои также даем, там остатки. Они как свиньи, едят все. Куры вообще едят все. Ну что, сейчас я это все измельчу. Сейчас покажу свой измельчитель самодельный. И будем давать курочкам. Уже вечер. Тут у меня стоит мой измельчитель. Это все самоделка. Ну, можно, конечно, было и купить. Но у меня было из чего это все дело сделать. Вот ставим кастрюльку. Ну и включаем. Важно все это делать. Он у меня почти в курятнике стоит. Вот, видим, вот здесь вот. Поэтому я это все делаю ближе к вечеру, когда куры у меня все уже снесли все яички. Это раз. И второе, находятся на улице. Ну, и вот такого вот плана. Здесь. Дробит все, измельчает абсолютно все. От яиц до вот ракушника. Вот. Поэтому я здесь сильно не переживаю. Вообще удачная конструкция получилась. Я дальше сниму видео. Ну, на этом все. Не, давайте я еще, наверное, сейчас это все дело сделаю, а потом проэкспериментируем на курях, как они будут это все кушать. На дробление у меня уходит, ну, не больше 5 минут. Вот такого вот, такой емкости. Ну, видим, вот фракция такая средняя. Ну, тут и мука есть, и покрупнее зерна. Ну, ячмень перемалывают от и до. Яичную шкарлупу, мы видим, тут ее даже и не видно. Точно так же, как и ракушника не видно. Ну, и сейчас проверим. Едят все.
Вон, они уже стоят, ждут. Я им вот сюда засыпаю, потому что заразы залазят. И там пытаются пошкребстись. Ну, вон, видим. Они у меня ручные, даже вот когда вкусняшку приношу, и на голову прыгают, и на спину прыгают. В общем, вот такие вот. Ну что, хавают нормально. Вон, пошли вперед с песнями. Сейчас водичку еще поменяем. Ну, тут к этому что еще добавить? То, что надо обязательно траву. Траву надо каждый день. Как только весна началась, давайте траву. А так, в принципе, основные положения я рассказал.